Сегодня у нас рубеж 90-х и нулевых. Кстати, помните ту странную дискуссию? 2000 год — это уже 21 век или еще 20-й? Нулевого-то года не было? Ну, неважно. 2000 год, группа «Маша и медведи», песня «Земля», знакомая многим по фильму «Брат 2». Будем разбирать, почему эта песня звучит так круто и узнаваемо, что такое модуляции и в чем сила диссонансов. Ну что ж, давайте сразу переходить от слов к музыке. Тональность до минор, темп 100 ударов в минуту. Слушаем. Ух, вступление сразу звучит супер круто. В чем же его секрет? Ну, первое, что бросается на слух, это, конечно, крутой гитарный риф. Мы его сейчас будем разбирать, но сначала давайте рассмотрим, так сказать, фундамент, на чем эта песня стоит. Я, к сожалению, опять не нашел официальный мультитрек этой песни, поэтому разложил ее на дорожке с помощью нейросети. Она делает это вроде и неплохо, но возникает много каких-то шумов, искажений. Что ж, это лучше, чем ничего, все равно что-то понятно. Барабанная дорожка, которую мы имеем после разложения нейросети, она вот такая. На самом деле она показалась мне достаточно интересной, поэтому я решил ее воспроизвести, чтобы вам показать, на что здесь обратить внимание. Тут у нас параллельно звучит, видимо, какой-то бит или наигранный на драм-машине, или сэмплированный, и поверх него играет уже живой барабанщик. Давайте примерно продемонстрирую вообще, из чего партия состоит. Итак, хай-хэты у нас играют 16-ми. Подключаем к ним бас-барабан и малый барабан. Получается такой грув. Люди с хорошим чувством ритма уже, наверное, сказали, что-то тут не так. А не так здесь то, что я воссоздал этот трек на драм-машине, который играет все предельно ровно. На самом же деле в треке слышно, что барабанщик играет с шафлом. Что такое шафл? Это легкое смещение слабых долей. То есть он играет не та-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 та, а та-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 та. Но мы тоже можем добавить шафл к воссозданным нами барабанам. Так, заходим сюда. Он здесь, правда, называется свинг, но по сути это обозначает одно и то же — смещение. Он здесь задается в процентах. Давайте я включу его сейчас на 100%, чтобы вы поняли, в чем разница. Смотрите, сейчас слушаем еще раз без шафла. Включаем теперь шафл на 100%. Слушаем. Но я путем подбора на слух определил, что барабанщик играет этот свинг не на 100%, а где-то на 1/3, наверное, он смещает. Поэтому выставляем свинг 33%, применяем его к записи и получаем такое. Еще он играет небольшие штрихи на малом барабане, вот такие, послушайте. Но, видимо, музыканты, когда записывали трек, почувствовали, что этим барабанам не хватает мощности, и добавили еще вот таких барабанных сэмплов. Я попытался тоже это воспроизвести. Значит, звучат они вот так. Давайте теперь смешаем все вместе. Сначала без добавленных электронных барабанов. А теперь добавляем. Видите, кик-драм не совсем совпадает у нас в живом исполнении и на драм-машине. Так задумано. Вот, собственно, как я воссоздал. Сразу, если слушаете в наушниках, то сразу обратите внимание, что звучать начинает жирнее. Давайте еще послушаем Машу и медведи, как это звучит у них. Вот, слышите, ухает такая бас-бочка электронная. Вот, это оно. Короче, грув звучит суперски, круто, ровно. Барабанщик нормально вколачивает, прям он молодец.
Я даже сначала подумал, что это просто какой-то зацикленный луп, ну там, не знаю, скачанный из интернета, хотя интернета тогда не было. Вернее, интернет был, но скачать еще было толком ничего нельзя. Но местами вот услышал, что барабанщик иногда, изредка, чуть-чуть не попадает в эту драм-машину. Вот послушайте в 10-м такте. Сейчас. Слышали? Он 2 раза чуть-чуть, как бы, не в долю ударил. Ага, такие форшлаги получаются. Ну, не страшно. Вообще играть барабанщику вместе с запрограммированным битом, ну, это прям сложно. Попадать нотка в нотку, еще и как бы всю песню так стучать. Он в целом хорошо справляется. Молодец. Ну и какая основа без бас-гитары? Давайте послушаем, как она плотно звучит. Прям жир. Нота до, 5-я струна. Красота. В общем, мы уже начинаем понимать, что у нас тональность крутится где-то вокруг до диеза. Но вообще характер вступлению и песни в целом задают вот эти крутые гитары. Давайте послушаем их изолированно. Тут звучат 2 гитары. Первая играет вот такую подложку. Что интересно, здесь во вступлении, вообще в песне звучит очень много диссонансов. Что такое диссонанс? Условно, музыкальные созвучия разделили на так называемые консонансы, которые вместе звучат благозвучно и гармонично. Ну, вот такие. И диссонансы, которые звучат неблагозвучно и не гармонично. Например... Повторюсь, это условное разделение, потому что в конце концов это вопрос восприятия. Кому-то и вот это звучит гармонично. Да, например, это вот этот аккорд. По-моему, он звучит шикарно. Но я предлагаю принять эти условия и все-таки разделять созвучие на консонансы и диссонансы. Так вот, почему здесь звучат диссонансы и для чего они здесь звучат? Во-первых, у нас тоника до, но тональность время от времени переходит в до диез. Супер диссонансный интервал, вот она. Во-вторых, это малая секунда, здесь с квинтовой нотой соль, то есть вот звучит нота соль, а до диез не образует тритон. Тоже супер диссонансный интервал. Ну а вместе соль, до диез, соль звучит вообще жестко. И еще в 8-м такте у нас эта гитара целиком переходит на весь такт на до диез. Послушаем. Так, с первой гитарой разобрались. Что же у нас там выше? А там красота. Во-первых, гитара звучит с эффектом тремоло. Это такое дрожание громкости. Слышите, я его сейчас выкручу на максимум, чтобы вы поняли, что такое тремоло. Вот, но здесь оно выкручено не на все бабки, а такое легкое. И должен сказать вот что. Гитарист в группе Маша и Медведи отличный, потому что я очень долго пытался воспроизвести этот рисунок. И кое-как, то есть я понимаю, что он играет, но повторить не могу. Но примерно это звучит так. Ну а дальше что-то, до чего мои пальцы никогда не дотянутся. Вот оно, такой аккорд. Простите. Я не знаю, у меня вроде длинные пальцы, но я не могу это вывести. Может быть, он в какой-то другой позиции играет. Я все поперебирал, не могу понять. Может быть, он играет вот здесь открытую струну, то есть вот так.
но звучит, как будто он все-таки зажимает вот этот аккорд. Давайте посмотрим на пианино, что это за ноты вообще. Сначала до минорный септаккорд с пропущенной третьей ступенью. Тут у нас септима, которая звучит достаточно диссонансно. Потом так называемый power аккорд, соль-до-соль. Потом тот же аккорд, но уже с до диезом. Тут звучат аж сразу два тритона. Соль-до диез и до диез-соль. Ух! Соль, ми, бикар, соль. По-хорошему в до миноре должен быть ми бемоль, значит у нас звучит соль, ми, бикар, соль. И поскольку до этого играла еще до диез, то у нас здесь получается уменьшенное трезвучие. А если учесть, что в басу у нас звучит до, то у нас тут получается малая нона. Жир. И все вот эти диссонансы, они здесь в песне создают это ощущение тревожности, какого-то накала, какого-то неспокойствия. Ах да, у нас же есть еще здесь каденция в 8-м такте. Тут тоже интересное, в басу звучит до диез. А дальше соль диез, до диез, ми, соль. Уменьшенное трезвучие, опять же. А вот тут вот еще большая септима. Жир. И следующий аккорд у нас уже просто уменьшенный, с нотой ля диез. Ля диез, до диез, ми, соль. В басу остается до диез. Уменьшенный аккорд от до диеза. Кстати, когда я говорил про все вот эти диссонансы, которые используют Маша и Медведи, у меня возникла мысль, что они могли вот этот вайб, вот это звучание позаимствовать у моднейшей тогда группы Korn. Я не уверен, что прям так и было, потому что каких-то прямых заимствований я здесь не слышу, но факт в том, что в середине 90-х Korn ввели в моду вот эти вот бесконечные диссонансы, тритоны, секунды, септимы. И Маша с Медведями это очень активно все использует в своей песне. И на тот момент я помню, что она звучала невероятно круто, модно, актуально. Да, мы чертовски долго разбирали вступление, но дело в том, что оно здесь задает звучание и настроение всего трека целиком, поэтому не грех было на нем так подробно остановиться. Ой, еще не все. Да, здесь звучат вот такие клавиши. Я попытался разобраться, что это. На концерте Маша играет на какой-то блокфлейте. Это, если и блокфлейта, то какая-то искаженная, с дисторшеном или тоже с тремоло очень быстрым. И звучит скорее не как тональная составляющая музыки, а скорее как какой-то эффект саунд-дизайна, который тоже добавляет мистики в это звучание. Ладно, давайте уже слушать куплет. Барабан и бас остаются те же самые. Гитары играют что-то близкое. Но та гитара, которая играла вот эти интересные созвучия наверху, становится тише и уступает место Машиному голосу. Все по науке. Я завтра зайду за тобою после 7. На голосе достаточно мощный ревербератор с длинным хвостом, создает большое пространство. Я не могу понять, это один голос или он продублирован, то есть записан дабл-треком. Завтра зайду за тобою после 7. Ну да, как будто бы Маша здесь записала два голоса, но я, если честно, не могу вот по такому вот нейросетевому разложению понять, все же два здесь голоса или не два. Знаю, что многие очень любят Машу как вокалистку. Я скажу честно, не считаю ее лучшей вокалисткой в мире, да и в России, наверное, тоже.
Меня очень сильно смущает, что она не попадает в ноты. То есть я не то чтобы такой пурист, который говорит о том, что во все ноты нужно обязательно попадать, но хотя бы иногда попадать, конечно, бы хотелось. А так я слушаю, вот первая же нота, да, представляете, это студийная запись, первая же нота, у нее же было, наверное, там много попыток, да, и первая нота, она все равно чуть-чуть не дотягивает. И это не тот случай, боюсь, где вокалист не дотягивает специально. Ну-ка посмотрим. Ну вот, да, она так плавно в эту ноту въезжает, потом плавно выезжает, потом... Не хочу здесь ругать Машу, потому что песня все равно звучит круто, но если бы она пела точнее, особенно вот когда она какие-то интервалы поет вот здесь, За тобою. то есть вот эта нижняя нота вообще непонятна. Ладно, я не хочу ее ругать как вокалистку, потому что главное, звучит-то все вместе круто. А как я говорил в прошлый раз, зритель-то воспринимает все целиком, как это звучит, как это выглядит, какой у этого вайб. У этого крутейший вайб. Слушаем куплет дальше. После зимы. Снова это то ли флейта, то ли не знаю что. Зимнее солнце. Вот тут сейчас гитарист чуть-чуть газанет, послушайте, классно. У нас какой-то квакушка играет, красиво. Боишься меня, ведь мои поцелуи, как нож тебя режут. Вот мы и дошли до припева. Слушаем, из чего он у нас состоит. Итак, по порядку. К барабанам добавляется тамбурин. Где-то на заднем плане, но классно добавляет энергии. Бас начинает играть какими-то интересными переборами. Что-то такое в припеве играет бас. Тут есть интересные вещи, потом обсудим. Давайте уже разберемся, что играют гитары и какая у нас вообще последовательность аккордов в припеве. Одна гитара у нас просто играет аккорды. До минор, соль мажор доминанта, ля бемоль мажор, фа минор субдоминанта. Тут надо сказать, что в припеве, кстати говоря, аккорды не выходят куда-то за пределы до минорного лада. Ну, за исключением соль мажора. Это гармонический минор, но это супер классика. Уж по сравнению с теми диссонансами и добавленными ступенями, которые мы слышали во вступлении и в куплете, звучит супер просто. Что у нас играет вторая гитара, та самая, которая с дисторшеном и немножечко с тремоло. По сути, она обыгрывает аккорды. Вот у нас до минор, до, ми бемоль, соль. Трезвучие просто через октаву. Также си, ре через октаву, соль. Обычное мажорное трезвучие. А вот это уже интересно. Здесь звучит аккорд ля бемоль мажор. Но гитара играет ля бемоль, соль, фа. То есть получается это как бы септаккорд от ля бемоль мажора, да? И с добавленной шестой. А как посмотреть? А может быть и с 13-й ступенью. В общем, можно себе голову не забивать, просто звучит, блин, классно. Вряд ли там гитарист думал, как, я сейчас добавлю 13-ю ступень. Да нет, просто классно звучит. Наверное, вот эта нота еще звучит в унисон с Машиным голосом. Сейчас разберемся. И последний у нас супер классический фа минор. Очень классно звучит. Ну, давайте слушать Машу и разбираться вообще, что у нас тут есть. Земля
Маша, по сути, поет вот эти три ноты. Ми бемоль, ре, фа, ми бемоль. А теперь с аккордами. Тут трезвучие, все ок. Ага, вот земля, смотрите, да, Маша поет в ноту фа, и у гитариста вверху тоже нота фа. А еще, учитывая, что гитарист играет соль, бикар, то вот так вот звучит это все вместе. Оу, богато. И последний аккорд, фа минор. Ага, фа минор вместе с Машиным голосом ми бемоль превращается в фа минорный септаккорд. Но это еще не все. Помните, я говорил, что бас там ходит на ноту соль, поэтому у нас получается фа минорный септаккорд, соль в басу. Ах, красиво! А если представить, что соль у нас, допустим, не в басу, а наверху, то это уже получается фа минор 7/11. Ах, обожаю такое. Такая любовь убьет мир. Вот в этой паузе на Машин голос наложен какой-то легкий овердрайв, похоже. И снова супер крутое наше забойное вступление повторяется. Хочу быть слабее, я хочу быть с тобою все чаще и ближе. Повторяется куплет с новым текстом, повторяется припев. Музыкально я здесь не услышал чего-то нового и удивительного, просто повторяю то же самое. Поэтому можно смело пропустить, и после второго припева у нас идет, я бы не назвал это прям гитарным соло, скорее гитарный проигрыш. А начинается он с вот такого вот ломовейшего фила на барабанах. Такая любовь убьет мир. В барабанах добавляется перкуссия, послушайте. А барабанщик в слабую долю играет райд. Давайте попробуем разобрать гитару, буду честен. Я так и не смог разобрать, какие конкретно созвучия он играет. Он играет какую-то восходящую секвенцию с созвучием, но из-за того, что гитары смешаны и нейросеть это все не может одно от другого отделить, я не могу понять. Но что-то вроде вот такого. Блин, я не могу. Кстати, какие-то подобные вещи на таком же звуке этот гитарист играет в хите «Любочка». В общем, я не буду до нотки разбирать этот проигрыш, но просто потому, что не смогу. Единственное, что хочу добавить, почему здесь нет гитарного какого-то соло, наверное, потому что в 2000 году гитарное соло, какой-нибудь запил, уже считался чем-то старомодным и супер устаревшим. Все 80-е, почти все 90-е гитаристы только и делали, что пилили соло. А тут, я помню, это время уже просто взять и запилить соляк было типа, ну не модно. Казалось бы, почти все, но сейчас будет самая странная и самая запоминающаяся модуляция, которую я в жизни слышал. Но для начала скажу пару слов вообще, что такое модуляция для тех, кто не знает. Этот прием используется в музыке достаточно часто. Он заключается в том, что вот песня играет в одной тональности, что-нибудь там такое, не знаю. А потом тональность меняется. То есть все аккорды разом или повышаются, или понижаются. То есть вот она играла так. А потом... Ну, обычно модуляцию используют, чтобы поднять напряжение в песне. Ну, вокалист поет, а потом раз, и все начинают играть еще выше, а вокалист петь еще выше. И таким образом, ну, обычно это используется в кульминации, чаще всего. Но не только, вообще модуляции используются по-разному. Но в поп-музыке в основном их используют, чтобы в кульминации добавить еще больше напряжения. Что делает Маша и Медведи?
Итак, до минор, все как было. Ми бемоль минор. На 1,5 тона сразу. Но тут ре бемоль минор. Что это было вообще? Они сначала сделали модуляцию от до минора на 1,5 тона выше к ми бемоль минору. Ну ладно, такое бывает, такие модуляции встречаются. Но потом они делают модуляцию обратно, но не в до минор, а в ре бемоль минор, то есть что-то среднее. Я не знаю, как было принято решение сделать такие модуляции, что они хотели этим сказать. Если вы на связи с Машей и Медведями, уточните. Но это звучит супер необычно. Музыканты меня поймут, что в принципе вот этот прикол, что мы сначала пошли вверх, смодулировали, потом мы смодулировали обратно. Я такого-то не припомню, что мы смодулировали сначала вверх, а потом не до конца вниз. Я такого больше нигде не встречал. Если вы что-то подобное слышали, скажите мне, пожалуйста. И песня, собственно, в ре бемоль миноре, то есть на полтона выше, чем она начиналась, заканчивается. Послушаем концовку припева. Заканчивается-то она вообще на ноте ре. Ну клево, что сказать, и очень необычно. Подведем итоги. Начну с того, что эта машина едет на мощном, кочевом, многослойном груве и плотнейшей бас-гитаре. Без этой ритм-секции ничего бы не зазвучало. И когда гитара сверху играет вот эти диссонансы, все эти секунды, тритоны, септимы, уменьшенные аккорды, звучание становится тревожным, мрачным и очень запоминающимся. Я бы еще отметил напряжение, которое возникает между диссонансными куплетами и более устойчиво и традиционно звучащими припевами, где голос и аккомпанемент складываются в благородные, солидные септаккорды. И, наверное, я должен что-то сказать про модуляции, но это нельзя выразить словами, это надо только слушать. А на сегодня все. В следующем выпуске нас ждет новый артист и новое десятилетие. До встречи!